Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости, все, кто случайно зашел. Сегодня с вами ведьма Аграфина. Мои говорилки, мои видео на тему магии. Помним, что я не просто таролог. Таролог — это вспомогательный инструмент. Это мои любимые колоды, чтобы вам не скучно было. Да, кстати, это все они подарены мне. Таким образом приносят мне удачу и счастье. Сегодня хочу опять поговорить на тему магии. Вопросы эти возникают периодически. Уже один раз я говорила, почему не работают ритуалы. Очень много появляется новых людей, которые пишут мне под видео, дескать, вот что-то там сделала, и оно не работает или не работает не так. Потом есть люди, которые заходят на видео, начинают спрашивать, что куда ставить, зачем ставить, почему ставить. Вы же не заходите под видео, допустим, где идет хирургическая операция, допустим. Я полюбляю смотреть там, как там удаляют, не знаю, камни с желчного пузыря, понимаете? Ну, напишите туда, а как вы вот это удаляете. Вот вы мне напишите в комменте, да, как вы это делаете. Наверное, человеку долго надо учиться, потом присутствовать там в качестве помощника, изучать технику этой операции. Кто-то ему передает этот опыт, какой-то другой хирург, правильно? Так и тут. Я не говорю, что это такой объем информации нужен, но тем не менее есть ритуалы, особенно по рунам, которые требуют подготовки. То есть надо знать основные правила рунической магии. Почему я должна каждому человеку персонально его обучать, отвечать на его вопросы, я, честно говоря, вообще не понимаю. Вернее, я понимаю. Значит, мое видео будет называться «Всматриваясь в бездну». Чем больше всматриваешься в бездну, тем больше бездна всматривается в тебя. То есть даже это к чему я говорю? Что навстречу магическим силам надо идти, искать их, искать контакта с ними и хотеть этого. Есть такое понятие в индуизме, да, как в религиях, те же самые магические эгрегоры, да, они называют это тапас. Мне очень нравится это слово, мне очень нравится эта характеристика, энергия, которая дает возможность что сделать. Тапас — это энергия желания, на которой строятся все ритуалы. Без этого тапаса, вот очень хорошее, многое очень пошло из этих религий, древнеиндийских, особенно, в том числе и чакры, я их называю энергетическими центрами. Меня часто упрекают, что, дескать, в черной магии нет тапас, нет чакр. Есть, они просто называются по-другому. Когда мы колем в сердце, когда мы колем в грудь, когда мы в междуножье, мы колем их в те же самые энергетические центры. Просто мы их не называем чакрами. И в лоб, и вот. И также это в живот, если это какая-то порча, да, то есть там, где живет жизнь, да, основная. Те же самые абсолютно энергетические центры, просто в черной магии они не имеют такого названия. Значит, тапас есть, буду оперировать, наверное, этим словом. Вот в древнеиндийской традиции это жар, это тепло, это горение. Оно чаще относится все-таки к стихии огня, когда вы что-то хотите, у вас, знаете, говорят, под ногами земля горит. Вот. То есть вы спешите, вы хотите, вы ищете возможности. Это вот нужно для магического ритуала. Если вы просто зашли и начинаете долбать меня тут же в комментах, где я вам отвечаю, сейчас я еще отвечаю, говорю, что я не обучаю в комментах, это несерьезно. Мне начинают перечить, что-то наезжать. Вот это вот есть люди такие, которым все что-то должны. Особенно маги, особенно тарологи, психологи.
Вот они ищут кого-то крайнего, чтобы сделать их в чем... Чем больше такому человеку объясняешь или делаешь что-то, он еще виноватит тебя, обвиняет тебя в чем-то, потому что он считает, что ты должен полностью отдаться решению вопроса этого человека. То есть этот человек считает, что и причем бесплатно, и причем, ну, то есть вот обязан, да, хочу, не хочу. Бывает хорошее настроение, кому-то что-то ответила. Но это не значит, что вам обязаны. Просто человеку, да. И вот еще почему этих людей все время какая-то задница в жизни. Если у человека это постоянное отношение такое ко всему, что все мне должны, вы должны мне отвечать 3 часа ночи, вы должны мне тут же обещать в комментах, попробуйте еще что-то в этих комментах так мне недоходчиво объяснить, еще вы виноваты будете, что у нее этот ритуал не сработает. То есть она заранее ищет как виноватых, она ищет тех, у кого там не сработало. То есть этот человек отталкивает всех. Ну, никто не любит нытиков, никто не любит озабоченных, тревожных людей, которые приходят и начинают перекидывать на вас. Ведьма всегда цель этих людей. Мы не тарологи, да, то есть если тарологи еще как и психологи сталкиваются, конечно, с нытиками и работают, можно даже сказать, что ну, это нормально, это их хлеб, то ведьма, она сталкивается с гораздо более сложными людьми, с гораздо более сложными проблемами, потому что это магия. Переломить ситуацию может не всякий. И когда мне задают вопрос уже не первый раз, вот что-то не работает, помните, что искать надо именно вас. Во-первых, все почему-то думают, что магия это легкий способ получить желаемое. Нет. Это просто способ, магия это способ, другой способ получить желаемое. Если вы перепробовали все обычные способы, то есть или вы не видите других путей в реальной жизни. Ну, допустим, вы там разговаривали с каким-то врагом, вы пытались на него там в суд подать, то есть вы пытались поговорить с ним прямо, вы гоняли его, не знаю, там палкой, или этот враг, допустим, вообще живет где-то, то есть вы его не видите. То есть вот такое вот, это может быть какой-то хакер, который бомбит там вас, ваши аккаунты. То есть есть что-то такое, что вам физически недоступно. Или, допустим, вы не можете что-то оплатить, да, вот какую-то услугу, допустим, человека, который не может лечиться от рака. Вот просто там иногда такие огромные деньги, никакой гарантии, никакой. То есть врачи сразу берут от вас расписку. Вот. Есть способы, которые используют люди, есть магические способы. Если у вас нет денег пройти это лечение, если вы не можете, там нет времени собирать, или не хотите собирать, есть, скажем, магические способы, там, когда лечение не поддается что-то. Вот тогда надо это делать. Причем этого надо желать, а не так, что ой, я не знаю, мне надо или нет. Слушайте, мне эти проблемы вообще не интересны. Я не знаю, стоит ли Вася этих денег. Во-первых, вы что, меня уговариваете, чтобы я решала за вас, нужен вам этот Вася, стоит ли он чего-то. Да мне ваш Вася вообще пофигу, чего он там стоит и не нужен ли он вам. И когда вы начинаете морочить ведьме голову, забывайте, что ведьма это не таролог и не психолог. Ведьме это все неинтересно. Какой Вася, что он там, вот я его получу, вот мне не надо, зачем я буду тратить эти деньги? Слушайте, это ваши внутренние проблемы. Я их не решаю, я не собираюсь. Вы еще скажите, что мне за вас надо есть, пить и на унитазе сидеть. Вы что? Я за вас не собираюсь это делать. То есть конкретика, конкретные вопросы, конкретные решения. Когда рушится бизнес, когда какая-то затык в личной жизни, который вы уже все перепробовали, невозможно это объяснить, что-то происходит, да, когда какие-то голоса, когда что-то просто какая-то мистика с вами происходит. Это надо решать, все, как вопрос.
Это магия этим занимается. Когда магия на магию идет, когда какие-то подклады видите. Вот это вот куклы. Не ждите года, пока у вас что-то произойдет ужасное, что потом мы просто не можем это вернуть вспять. И таким, да, почему не работают это? Первое, это если человек ленится изучить основы, но не лениться, а при этом наехать на мага. Это о чем говорит? Что этот человек по жизни, он наезжает на тех, кого не понимает, что его нельзя трогать. Да, вот он из всех делает дураков, пытается портить со всеми отношения таким образом, потому что в голове-то у Мишка нет. Кроме того, трудиться он не хочет, человек. Все, тебе дали конкретную информацию. Тебе человек, который практикой занимается, который это проверил на практике, объяснил, разжевал. Ну вот, как это основы магии, как это, почему это вы мне вот не хотите прямо тут мне это все объяснить. Второй момент, то есть вы не хотите трудиться просто. Не хотите трудиться и еще вызываете огонь более сильных и жестких людей на себя. То есть вас по жизни, я примерно представляю, какие преследуют проблемы, и они будут преследовать вас, пока либо вы это не поймете, либо вы будете также дальше плыть вот в том какашечном направлении, потоке, в котором сейчас. Второй момент. Вы не сделали чистки, не поставили защиты. И то, что к вам приходит, оно четверть того, что должно прийти. Или там 10-я часть, а может даже 100-я. То есть вам что-то магия дает, особенно руника. Она все эти дыры видит. И оно просто сливается у вас через эти дыры. Ваш успех, он проседает, и эффект от магии чрезвычайно низкий. Вот. И я еще раз говорю, что когда вы собираетесь реально подняться на какую-то высоту, которая вам долго не давалась, это обязательно чистки. Если вы уже чистки и защиты прошли, вот, тогда можно спокойно делать магию. До этого момента, это вы рискуете очень сильно, потому что магия это надо в 10 раз быстрее качать эту энергию, в 10 раз больше ритуалов делать и выкладываться в них, если вы не поставили себе чистки защиты. Третий вариант, почему не работает. Потому что вы формально подходите к ритуалу. В общем, больше всего вас беспокоит цвет маркера, вас беспокоит то, что абсолютно там минимально играет роль цвет маркера, обычно луна, Луна, это, я же говорю, 10% ритуала действительно связаны с Луной. Остальные это для начинающих, для перепуганных, для тех, для кого там каждое минимальное сопротивление играет роль. Допустим, Луна не в том направлении. Может быть такое. Пока вы слабы. Смысл этого учитывать. Но вас совершенно не беспокоит целенаправленность ваша, ваше целеполагание. То есть что-то взяли, какую-то бумажку, что-то куда-то встала, что-то пробормотала. Вот. Черную заменим серой. Вообще возьмем не восковую, возьмем какую-то. А еще и лучше давайте там, сказано, свеча не из церкви, пойдет из церкви. Сказали там, надо убрать раб Божий. Забыла, сказала раб Божий. И вот это вот, потом неправильный ритуал, это тоже неправильная информация. Обычно очень часто там 12 чертей, хотя их должно быть 13. Это сознательный, то есть неправильно подобранный ритуал, но это вообще не обсуждается. Когда в ритуале к чертям рабы Божьи какие-то вообще, и еще 12 это по числу апостолов, а не 13, что смех. То есть ваша просто как расхлябанность. И ритуал не работает. Вот как автомобиль. Вот автомобиль едет, да? А сколько там автомобилей? Тысячи, да кто у нас автомобилист? Тысячи всяких деталей. Вот давайте вынем хотя бы одну просто, да, и смотря какую. И все, машина не поедет, она просто станет. Или даже, давайте снимем у колеса там шину. Все, это будет авария, это будет, машина никуда не поедет, автомобиль. Также точный ритуал. Как можно обращаться к чертям и
И при этом помнишь, что бесовское это число 13, а не 12. Или обращаться не к тому Богу. Но это то же самое. Вот в чем то человеческая лень и отношение к этим силам, это они во мне прислуга. Типа, ой, я шла, мне стало вдруг скучно, а дай-ка я сделаю, пусть мне там какая-то ведьма, она, вот я сейчас ее загружу, пусть она меня уговорит, может быть, я ей что-то дам, она мне сделает на Васю, чтобы он был мой. Мне вот так вдруг захотелось, но если это будет там больше, чем через $100, я лучше пойду себе там, что можно сделать за $100, там, как это, да, купить трусы, то не всякие. Ну вот так вот. Вот это отношение к материалу, отношение к вашей цели говорит о том, что вам это не нужно. Вы просто хотите что-то на шару еще и высших сил получить. Что будет? До вас это высшие силы не поймут. И будет вам такое бобо. И если вы так по жизни идете, я думаю, что у вас бобо на каждом шагу. Потому что вы беспокоите без реальной причины, что вы хотите шары, что вы не хотите что-то изучить предмет, заняться вашими же проблемами. Это ваши, они не чьи-то. И не хотите вынашивать эту цель, вкладываться. И еще есть такие у меня, есть умнички, правильные люди у меня такие, которые говорят, я готовилась, я проверила, ритуал правильный, я все сделала правильно, изучила материал. И я действительно этого хотела, я там правильно сделала, если это руника оговор, вот, я выложилась. Значит, вы не нашли контакт с этими силами конкретно. Почему эти силы не выходят в контакт? Вы должны на них настроиться. Я понимаю, что вы говорите, я настраивалась, я изучала, представляла, я хотела, и обращалась к этим силам. Значит, эти силы не откликнулись. По какой причине? Да, может, вы сделали чистки, защиты. Бывает и такое. Этот контакт, значит, надо повторять. То есть тут уже надо стучаться неоднократно и разными подходами делать. То есть есть люди, у которых, допустим, руны туго работают. Есть такое. Ну, обычно вообще 99% это что-то не так делают. Или не на том рисуют, эти руны наносят. Или не так, неправильно активируют. Вообще не активируют. Некоторые, например, думают, что кровью это активация происходит. Хотя кровь это не активатор вообще. Такого нет активатора в рунике, в рунической магии. А оговоры это вообще что-то страшное. Еще люди некоторые берут на амулете, пишут там свой адрес или там город. Это вы просто этот амулет работает как спам на весь город. Там, у меня вот клиент показывал мне свой амулет, там город Запорожье. Вы что? Любая левая информация для рун это что? Слив энергии куда-то. Зачем им защита Запорожья? Вы защищаете Запорожье, а не себя. То есть есть такие ошибки, которые, ну как сказать, это буквально вот как вы в автомобиль. Что-то вы не то нажали, все. И все. В этом надо разбираться. Поэтому я лично сама до сих пор все-таки диагностирую ритуалы. Нужно, не нужно, поможет, не поможет. Еще вы можете находиться не в том энергетическом состоянии. Вот вас не слышат силы, потому что у вас банально нет силы. То есть, или вы, то есть тут масса, вы осторожничаете, вы боитесь, вы считаете, что вы устали, вы не верите в результат, вы думаете, сейчас что-то вот сейчас быстро, Фортуна, там, помоги мне, все, я даю 3 дня, если через 3 дня ничего не случится, все, значит, я неудачница, Фортуна мне не помогает, все. То есть вы должны, так нельзя, надо идти до конца. И надо твердо, уверенно просить, да, понимать, соблюдать все правила. Если откуп, то нужен откуп. Если не нужен откуп, не надо этих откупов. Не надо в этом биться головой об стену с этими откупами. Прикупами, откупами, какие-то гигантские. Это ничего не решает. Вы что думаете, что серьезно, что какой-то там какие-то черти там что-то едят или пьют, то, что вы с ними пьете. Это вы вступаете в контакт, когда вы
пищу какую-то подносите, которую вы сами нюхаете, который вкус вы, который знаете, который вы ощущаете, это через ваши ощущения они идут на контакт с вами и возьмут с вас энергию по-любому. А не потому, что там как-то же очень вы шикарно их угостите и думаете, что они за это угощение буквально вам что-то сделают. Никогда на свете. Делают на вашей энергии. Также на энергии стихий, если это в зависимости от ритуала. Есть энергии там разные. Ну и через вас по-любому всегда проходит. Поэтому помните, если вы не понравились этим силам, ну не хотят они с вами дело иметь, ищите другие. Но если хорошо попросить, по сути, те силы, с которыми я работаю, они слышат всех. Вот я еще не встречала, чтобы кто-то там круники, пока проблемы только у тех, кто ошибки делает. Просто грубые ошибки. И у тех, кто забрасывает это дело, не доводит. Или хочет там... То есть помните, что в рунике месяц вообще нечего ждать. Большинство работ вот такие. Так, почему не работает, став на миллион? Почему на миллион? Значит, если вы сегодня зарабатываете $300 и хотите завтра миллион, нет, это возможно. Это возможно. Но вы должны, учитывая большую разницу между названными суммами, и разница это не для мира, не для высших сил, она внутри вас сидит. Это вы не понимаете, где этот возьмется миллион. И ставите этот ритуал, ставите эту руну, думаете, ну где он возьмется, ну как это вообще может быть. Поэтому и руна что делает? Она работает ровно в том направлении, в котором вы его посылаете. Вот если вы не сильно... Придумайте себе, найдите оправдание, найдите способ, почему, откуда это. Если вы чувствуете что, внутри себя такое сомнение, оно будет отзываться в рунике. Да, миллион этот может быть, знаете, как нарисованный. Или как, знаете, мне клиентка рассказывала, как она поставила, есть такой став, хочу эту вещь, на Бентли какое-то. Сфотографированная Бентли, роскошная, взяла самое последнее и поставила. И то, что я очень не люблю, буквально там на следующий день она на улице шла, и к ней подъехал автомобиль, и такой красавец-мужчина говорит, давай познакомимся, поедем с тобой в ресторан. Вот она говорит, что это... Ну вот так он, как-то оно так сбылось. Это, кстати, очень нехороший знак, если через 3 дня это значит руны как-то вот от вас так отпердыкались, знаете. Поэтому, куда это, что, то есть, естественно, что она туда не села, непонятно, кто это, что это, какой ресторан, шел за Бентли. Ну, роскошная, просто в тех краях она вообще не должна, она с каким-то, как она сказать, с Грузией, что ли. Вот, поэтому... Это уже хорошо, с одной стороны, что какой-то знак вам был. Но этот знак говорит о том, что вы не продумали, откуда. Придумайте себе какую-то историю, откуда оно должно взяться. Ну что-то, чтобы вы поверили в это. Если вы в это не верите, это, кстати, сложным людям свойственно, неуверенным в себе, недооцененным, может быть. Заниженной самооценкой, которая, надо какое Бентли. Большинство из нас такие, и это нормально. Поэтому, если чего-то хотите, вам надо добиваться этого до конца. Я вообще не говорю, не обсуждаю эту тему, нужно вам это Бентли, не нужно. Я, наоборот, за тех, кому нужно всего и много. Это жизнь, это энергия, это жажда жизни, и именно это то, чего... я считаю, что это нормально. Если человек хочет многого, но он должен понимать, что под это надо работать. Поэтому, если у вас что-то не срабатывает, значит, вы еще распыляетесь на несколько направлений. То есть вы хотите и Васю, и Бентли, и еще вы хотите стать, я не знаю, знаменитым певцом. Это все возможно. Решите что-то первое, решите что-то, с чего вы начнете. И проще всего, я вам скажу, работает ситуация, которая, скажем, ближе всего к цели. Например, внутренне.
Пусть вы даже сегодня там $100 зарабатываете. Если у вас внутреннее ощущение, что вы хотите и можете их зарабатывать, вы быстрее приблизитесь к цели. А если у вас есть Вася, который там, ну, очень уже мутный, да, еще и на расстоянии, еще у него есть баба, вот это вы просто себе палки в колеса вставляете. Этот Вася сам к вам прибежит, когда вы станете богатой, красивой и успешной, да. Вот это в таком порядке я бы вам советовала искать причины. Ну, а пока я с вами. Обращайтесь, консультации, заказ магических работ по телефону в письменном виде под этим видео. С вами ведьма Аграфена была. До свидания.